Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам numberoneschool.ru. И сегодня у нас с вами будет такое, можно сказать, финансовое криминальное чтиво на тему того, что же произошло с финансовой компанией QBF, что там было. Это действительно какая-то а-ля пирамида или действительно какая-то такая непонятная ситуация на финансовом рынке. Попробуем в этом разобраться с пострадавшими и раскрутить этот запутанный клубок финансовых страстей. Естественно, я буду в этом разбираться не сама, я не была клиентом QBF, но я буду в этом разбираться, собственно, с пострадавшими, которые любезно согласились сегодня прийти ко мне и рассказать, собственно, как все начиналось, что там в реальности было, был ли там реальный бизнес или его не было, и так далее, и так далее. И, собственно, что сейчас происходит с этой компанией, с ее клиентами, и что происходит с ее сотрудниками бывшими, где они сейчас, и, в общем-то, какова их судьба в дальнейшем. В общем, будет интересно, дорогие друзья. Итак, я предлагаю начать. Наверное, я бы просила вас, чтобы представиться и рассказать, как вы вообще пришли к компании QBF, с чего все началось. Давайте начнем вот так. Давайте. Меня зовут Алена, я инвестор, у меня и финансовое образование, то есть я не новичок на рынке. Где-то в декабре 2020 года у меня была встреча со знакомым, который также инвестор, и мы сидели, обсуждали то, как он участвует в IPO. Мне показалось интересным. Он рассказывал, что в настоящий момент есть две компании на рынке, есть Freedom Finance и есть компания QBF. Он мне рассказал плюсы и минусы каждой компании. В принципе, отличались они тем, что у QBF были лучшие условия в плане аллокации. Я заинтересовалась. Он мне сказал, что если я хочу, то он даст своего менеджера, тот со мной свяжется и поможет мне открыть брокерский счет. Все так и сделали. Значит, прежде чем открыть счет, я, естественно, проверила эту компанию, потому что мы все знаем, что нам нужно остерегаться и так далее и тому подобное. Значит, компания QBF выглядела на тот момент очень красиво. Все было вроде бы как внешне презентабельно. У компании было 4 лицензии центробанковской. Я посмотрела ее отчетность, я посмотрела ее выписку из ЕГРЮ, из которой было видно, что компания не однодневка, она существует с 2008 года. Про лицензии я уже сказала. Дальше, следующим этапом, я посмотрела отчетность бухгалтерскую, я видела, что там миллионные и миллиардные обороты, то есть все, в принципе, в финвложениях, все видно, все, где там деньги размещены, все вроде хорошо. Дальше немаловажную, наверное, роль сыграла личность самого генерального директора, потому что послужной список у него очень красивый, и видно, что этот человек 7 лет проработал в Центробанке, то есть, в принципе, внушает доверие то, что у человека такой бэкграунд за плечами, и, очевидно, что маловероятно, что он пойдет и в какую-то не знаю, пирамиду вляпается. Поэтому, в принципе, все выглядело вполне надежно. Я открыла счет брокерский. И на этапе после того, как я открыла уже брокерский счет, мы получили квала, по оборотам я могла его получить. И мне было предложено подписать некое генеральное соглашение с компанией, которая являлась сестринской по отношению к инвестиционной компании QBF. На вопрос, что, почему, зачем, они сказали, что инвестиционная компания сама по себе в IPO участвовать не может, якобы есть какие-то ограничения. Поэтому у них так устроено, что IPO идет через эту сестринскую компанию. Но не стоит волноваться ни в коем образом, то есть денежные средства территорию России не покидают, все будет хорошо, вы тут под защитой. В России никуда ничего не денется, все будет красота. Я подписала это генсоглашение. Уже в январе я завела туда первые деньги и начала участвовать в IPO. IPO предлагалось в виде структурного, не биржевой опцион. Я почитала генеральное соглашение с компанией QBroker. В принципе, очень тяжелое само по себе соглашение в плане
терминов и так далее, потому что постоянно идут отсылки пункт на пункт, там, и оно очень большое. Вот. Честно могу сказать, что все новогодние праздники я 3 раза начинала читать, мне было ужасно неохота, но как бы прочитала, ладно. Прочитала, и, в принципе, там не было ничего абсолютно такого криминального, не было написано, что деньги уходят в одну сторону и обратно они не возвращаются. Вот. Да, сложный как бы договор, но, в принципе, вполне нормальный. Дальше к этому договору шло приложение в виде типового паспорта продукта, того, который потом под каждое IPO, они его немножко модифицируют, там указывают бумага какая у нее стоимость, когда она там размещается, на какой бирже и так далее и тому подобное. И, в принципе, там в конце всегда шла приписка о том, что компания, инвестиционная компания, да, она является аффилированным лицом, у нее есть некий конфликт интересов по отношению к продавцу этого опциона, но компания будет предпринимать всегда все усилия для того, чтобы защитить своих клиентов, и в первую очередь для него вот прям интересы клиента – это на первом месте. Вот, ну как бы все, в принципе, выглядело нормально и не внушало никакого сомнения. Вот, поэтому я все прошлась по этому пути. А у вас как произошло все? Так, меня зовут Кирилл. Я не являлся до этого периода времени профессиональным инвестором, не обладал никакими познаниями, но после того, как в 2020 году произошло резкое снижение ставок банковских, я решил для себя посмотреть другие варианты, какие можно разместить денежные средства, чтобы заработать дополнительный доход. Случайно наткнулся в интернете на рекламу массированную IPO, которую осуществлял QBF, причем неограниченному кругу лиц. Тогда, к сожалению, я недосконально знал финансовое законодательство, не знал, что на самом деле подобная реклама запрещена. Сейчас я, к сожалению, это знаю, но уже поздно. Также созвонился с представителями данной компании, они меня пригласили на беседу, приехал к ним в офис, меня встретили 2 миловидные девушки, бывшие сотрудницы ВТБ банка, что меня тоже подкупило. Правда, надо было обращать на то внимание факт, что они являлись сотрудниками отдела по работе с VIP-клиентами. Это первый признак того, что это может быть пирамида, потому что именно таких сотрудников приглашают в пирамиду, потому что они могут привлечь большое количество людей, которые могут принести большие деньги. И они меня встретили, рассказали примерно такую же хорошую, красивую историю, как и Лене, про то, что нам бояться нечего, их деятельность полностью контролируется Центральным банком, все их продукты, включая так называемые нерыночные, вернее, те, которые не обращаются на бирже, они все согласованы с Центробанком. Центробанк полностью смотрит, куда они тратят деньги, на что они тратят деньги, и нареканий до этого промежутка времени у них не возникало. Рассказывая про схему IPO, они также сказали, да, что в связи с тем, что на Россию наложены санкции, прямое участие в IPO в США невозможно, но эта биржа является самой интересной, потому что именно там происходит рост на акции на бирже. Соответственно, участие там оптимально интересно. Схема следующая. Мы заводим деньги на российскую компанию, они у нас лежат на спецсчетах, также никуда не дергаются. В свое время, поэтому именно продукт называется расчетный опцион, чтобы не было необходимости гонять деньги с конторы на контору. При этом головная компания, так называемый верхний брокер, обладая своими собственными финансами, по нашему поручению приобретает эти акции на NASDAQ, когда происходит размещение их, и тем самым хеджирует свои риски. То есть мне сказали, что вы не переживайте, если акции уйдут вверх, мы всегда сможем выплатить прибыль, потому что там мы зарабатываем, эти деньги перечисляем сюда, и все это работает у нас совершенно нормально и корректно. Доказано уже длительным промежутком участия в IPO. Они мне обозначали, что они участвуют в IPO где-то с 2017 года. Причем сама компания существовала с 2008 года. Также я посмотрел, после того, как с ними встретился, информацию в интернете. Значимых негативных информаций про них не встретил, однако обратил внимание, что там была незначительная совсем информация про то, что с некоторыми клиентами, которые участвовали немножко в других схемах, они не рассчитывались. Я задал вопросы представителям компании по поводу данного факта. Они сказали, что да, такое имело место быть, но проблема была связана не с компанией, а с клиентами, что в связи с тем, что эта схема была построена с участием иностранных банков,
которые внимательно следят за тем, чтобы все доходы были добыты, скажем так, нормальным путем, а не преступным. Клиент не мог подтвердить, что он эти деньги заработал официально, поэтому с этим была сложность. Но они оказали ему содействие, эту проблему решили. Учитывая, что иного я не нашел ни в интернете, нигде, меня вполне этот ответ устроил, и я принял решение о сотрудничестве. Также заключил договор и начал сотрудничать. Первоначально получил прибыль, а впоследствии, как я уже понимаю, исходя из проанализированной информации из разных источников, меня сознательно ввели в убыточные позиции. Цель этого, как я понимаю, была в том, чтобы я на время забыл о том, чтобы вывести свои деньги, и спокойно ждал, пока все это растет, и тем самым оставлял деньги у вот этой вот компании. У меня, в принципе, все. Теперь вы. Меня зовут Екатерина. Я, в принципе, давно являюсь профессиональным участником, инвестором на рынке. И для меня, скажем, это не первый опыт работы с брокерами, но первый, скажем так, негативный опыт. Так вот получилось. Я работаю со многими, и с иностранными, и с нашими российскими брокерами, с ВТБ и так далее. Но, скажем так, сюда пришла точно так же, как и коллеги по несчастью, за IPO. То есть мы знаем, что IPO, в принципе, это достаточно такой продукт, который мало кто предоставляет, особенно в широком смысле, потому что у нас, в принципе, конкуренты – это только ФФ, ну не конкуренты, а люди, компании, которые занимаются этим, это Freedom Finance, и на тот момент еще появился QBF, да, тоже себя очень массированно везде рекламировал. Но я как бы не из-за рекламы, в принципе, туда попала. Я вот именно искала альтернативу, тоже приглядывалась, смотрела, проверяла документы, встречалась с негативными отзывами, сразу скажу. Но так как я готовилась, наверное, к этому не один месяц, я звонила, спрашивала, я думала, что какую-то небольшую сумму я туда все-таки заброшу, потому что мне менеджеры отвечали, что это все негативный опыт связан с прошлой жизнью QBF, и даже не столько с ней, сколько с плохими клиентами, которые как-то связаны с мошенническими схемами по выводу бюджетных денег, еще что-то. Очень было много сказок. На тот момент это было нам непонятно. То есть мы, в принципе, думали, что, наверное, все так и есть, потому что компания слишком много лет работает. Она не могла, вот, скажем так долго мошенническую схему иметь, и пирамидой являться, и при этом продолжать существовать на нашем российском рынке. Вот была уверена, что что-то здесь, наверное, действительно правда, а что-то, наверное, может быть, вот было, но все исправлено. В свою очередь, первый обман вот как бы со мной состоялся, это, наверное, то, что когда я позвонила, мне сказали, что минимальная сумма участия – это $50 000, в то время как на самом деле потом я узнала, что это было минимально $10 000. Я бы не занесла такую сумму точно, но как бы я на тот момент решила, ладно, попробую, минимально, значит минимально. А сейчас на хайпе IPO надо решаться. Я решилась, что называется. Все было вроде нормально, мы подписали договора. Точно так же я изучала, как и Лена, их внимательно достаточно, поняла, что там формулы очень сложные, но они нормальные. Но они невозможны. Да, ничего невозможного нет, математически все вполне себе обосновано. Вот, так, в общем-то, мы начали работать с QBF, и, в принципе, первый месяц, наверное, никаких вот подозрений в том, что это мошенническая структура, как это оказалось впоследствии, у меня вот лично не возникало, вплоть, наверное, до мая. Окей, а что оказалось в итоге? Вы рассказали про то, зачем вы пришли в QBF, и это была история с IPO. А вот в реальности получается, что компания не инвестировала в IPO, а инвестировала во что-то другое, раз мы столкнулись с тем, что компания реально есть отзыв лицензии, сейчас идет... И невозврат денежных средств. Да, история с правоохранительными органами и так далее. То есть получается, что это мошенническая схема. Куда в реальности уходили деньги? Где-то в конце мая 2021 года сначала перестали приходить отчеты брокерские. Клиенты начали все спрашивать, почему перестали приходить отчеты. Менеджеры говорили о том, что у них какая-то проблема с сервером, он сломался. Потом где-то 31 мая или 1 июня вышла разгромная большая статья в Forbes, Коммерсант и так далее и тому подобное. Они друг друга все перепощивали, и эта статья говорила о том, что, оказывается, то ли 25, то ли 26 мая в офисе QBF прошли обыски, там ФСБ, МВД и так далее.
были изъяты полностью сервера, и стало все как бы понятно, почему перестали приходить отчеты. И кроме того, в этой статье было написано о том, что есть подозрение, то есть и возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 «Мошенничество в крупном размере» в отношении сотрудников этой компании. Ну и, естественно, тут все переполошились, потому что у нас там деньги, как бы, и тут такая ситуация происходит. Первое время вообще не было почти никакой информации от компании. То есть она никак не рассказывала, не делилась с клиентами. Финансовые советники пытались, конечно, всех успокаивать как-то, но народ начал бегать. Это был естественный процесс. Мы в том числе начали всячески пытаться изучить эту компанию на предмет того, неужели это действительно была все-таки финансовая пирамида, потому что внешне же, конечно, так не выглядело. И начали, вот уже сейчас, по сути, прошло 3,5 месяца, и мы примерно понимаем там по информации, которая стекается там от других клиентов, у всех там разные возможности есть, по тому, как проверить эту компанию, посмотреть, что там было на самом деле или нет. В том числе у меня лично было 2 встречи с сотрудниками этой компании, как сотрудники. Там, как оказалось, потом по факту, что те финансовые советники, которые нас вели и которые назывались громко финансовыми советниками, на самом деле они не обладали в большей части никакими аттестатами ФСФР, то есть они не могли давать рекомендации. И самое, что страшно, что они даже не являлись сотрудниками этой инвестиционной компании. То есть все люди, которые занимались сопровождением клиентов, на самом деле были они были сотрудниками ООшек. ООшки эти были агентами для инвестиционной компании QBF. По информации, которую мне дал сам генеральный директор инвестиционной компании, у них было 5 таких ООшек. Договоры, которые были заключены с этими компаниями, они были на поиск и привлечение клиентов, это типа продажники. На вопрос, почему эти люди в том числе занимались сопровождением клиентов, через них шла вся финансовая информация, то есть мы от них получали, в каких компаниях участвуем в IPO, через них шли запросы отчетов, через них шла вся подача поручений, в том числе там на вывод денег, не на вывод денег. То есть все полностью шло через этих людей. При этом люди юридически, получается, имели очень косвенное вообще отношение к инвестиционной компании. Если посмотреть в итоге инвестиционную компанию по сайту налог.ру, то видно, что у них всего работала среднесписочная численность 29 человек по состоянию на конец 2020 года. При этом там понятно, что у них были филиалы, и там в том же Москва-Сити сидело очень много людей. И получается, что эти финансовые советники, и я в том числе там с ними встречалась, там не с ними немножечко, а более высший руководящий состав, и они все на тот момент убеждали, что вот-вот, сейчас все будет. Да, у нас изъяли серверы, но мы собираемся, мы всячески ходатайствуем о том, чтобы нам их вернули. Как только нам вернут эти серверы, мы сразу восстановим весь учет, мы начнем предоставлять вам отчеты, и мы начнем исполнять ваши поручения по закрытию опционов, потому что все, конечно же, кинулись закрывать опционы, и мы начнем возвращать деньги. Мы сели и начали ждать. Серверы им вернули, отчеты начали приходить, но они стали кривые. То есть те суммы закрытия опционов, которые должны были быть по формуле, они не соответствовали. Каждый новый отчет приходил, отличался от предыдущего. Они рассказывали о том, что они восстанавливают базу, и это не с того сервера, это они сами вручную восстановили все данные там, по апрельским каким-то своим бэкапам. Но, естественно, клиентов не устраивало, потому что все суммы поехали. То есть мы поняли, что с деньгами вообще непонятно, что происходит, и никакой учет по ним нормально не ведется больше. На тот момент еще можно было подавать заявление на вывод денежных средств именно с брокерского счета, которые хранились на этих сегрегированных счетах в НРД. И этот возврат денежных средств шел, но он шел, скажем так, в умеренном количестве. Те люди, у которых были большие суммы именно на НРД, они столкнулись с тем, что по отчетам эти денежные средства, которые были на момент, когда все это произошло у них в НРД, каким-то странным образом перекочевали
в расчеты по имуществу и обязательствам Q-брокера. То есть это тот обеспечительный платеж, который был по IPO. То есть эти денежные средства с НРД перетекли на генеральное соглашение с Q-брокером. То есть тем самым это вот прям конкретно видно, что инвестиционная компания бухгалтерскими справками какими-то уменьшает искусственно свои обязательства свои перед клиентами для того, чтобы потом сказать, что это вот Q-брокер, это вот они не возвращают вам деньги, а мы хорошие. Мы писали об этом, в том числе там, в Центробанк, и вроде бы как конкретно вот этот факт их и заинтересовал, и какие-то там действия сейчас на эту тему предпринимаются. Дальше у нас как получилось? Естественно, мы начали все это изучать. Мы начали, ну там, вот, понятно, ходить по встречам. Я сказала, что я была на 2 встречах. Мы требовали у них встречи с генеральным директором Q-брокера, чтобы узнать, почему он не перечисляет денежные средства инвестиционной компании, а в свою очередь нам. Мы требовали встречи с самим генеральным директором инвестиционной компании, но на тот момент получилось поговорить только вот с Орловым Юрием, который был гендиректор Q-брокера. Орлов Юрий, как потом выяснилось, что он специалист по информационной безопасности группы компаний QBF, и, соответственно, ни на один вопрос финансового характера, как у вас был выстроен там кэшфлоу-поток, то есть у нас же эти денежные средства, по сути, которые мы вкладывали в IPO через эти опционы, через 93 дня мы могли их забрать обратно. То есть мы могли подать поручение, закрыть этот опцион, и через 20 рабочих дней, то есть через месяц, денежные средства должны были возвращаться к нам на наш брокерский счет. То есть, в принципе, как сказать, временной промежуток, когда эти денежные средства работали, ну, можно сказать, что был ограничен 4 месяцами, да? Естественно, компания, у которой правильно выстроен финансовый поток, она закольцовывает эти деньги, и они должны каждые 4 месяца возвращаться, потому что клиент их может потребовать обратно. Но на вопрос, каким образом было устроено у них это, он не смог вообще ничего ответить. И быстро попрощался и покинул. Вот. Из чего мы сделали вывод, что, конечно, как генеральный директор, он, скорее всего, вот, выполняет определенные функции только лица, да? На самом деле он ничего там не понимает и никаким образом не влияет ни на что. Вот. Дальше мы, естественно, я у него тогда еще на встрече, я просила показать его баланс компании для того, чтобы посмотреть, что у них из активов вообще числится. Он мне пообещал, но ничего не предоставил. Исходя из отчетности, которая была у них на 31 декабря 2020 года, которая висит на сайте налог.ру, у них активов было, по-моему, там на 4 миллиарда или на 4,5, ну, все там вроде в финвложениях было и так далее. И мы начали активно там через всех пытаться получить от них разбивку, что именно находится в активах этого Q-брокера. Прошел какой-то промежуток времени, и вот от одного из клиентов там нам еще компания говорила о том, что они в Центробанк предоставили письмо о том, что активов Q-брокера в 1,3 раза больше, чем его обязательств, что никаких признаков банкротства там нет, что все со всеми рассчитаются, и все будет хорошо. Все разойдутся, счастливые. По факту, когда мы посмотрели эти активы, то оказалось, что никаких ценных бумаг там не видно, именно биржевых. То есть там есть займы, которые выдавались материнской компании, финансовой группе QBF. Там есть какие-то облигации Арджента. Мы проверяли эту компанию, она, скорее всего, каким-то образом связана с самими бенефициарами. Дальше там есть стройки. Да, как оказалось, денежные средства вкладывались не в бумаги, а в строительные проекты, которые были там на территории России, в Северодвинске, в Подмосковье. Ну, там по разным слухам было, что Подмосковье вроде как строилось при поддержке кредита от Сбербанка. Ну, как бы точно здесь непонятно, но совершенно точно, что нашими деньгами финансировались различные девелоперские проекты от бенефициаров. У Q-брокера была компания дочерняя ЦВФ, Центр венчурного финансирования, с очень большим уставным капиталом. Чем она занимается, так до конца непонятно. Ну, наверное, каким-то венчурным финансированием. Так.
И сейчас получается, что ситуация сложилась таким образом, что эти денежные средства как бы на бумаге есть, но физически их нет. И физически их никто ниоткуда не возвращает. То есть мы сейчас столкнулись с тем, что инвестиционная компания нам пишет постоянно отписки о том, что в связи с неисполнением обязательств нашим контрагентам, то есть Q-брокер, если раньше он был сестрой, и они сидели на одном этаже, имели общих сотрудников и так далее, то теперь это стал сторонний контрагент, к которому они не имеют никакого отношения совершенно. Это чужие люди, связи с ним нету, контактов с ними нету, ничего ответить они по существу не могут. В июле месяце у компании Q-брокер произошла смена генерального директора, и вот Орлова Юрия поменяли на Сомова, по-моему, Ивана. Это какой-то молодой человек, там, не знаю, 20 с чем-то лет. То есть его вообще не видно. То есть если Юрий Орлов, он хотя бы был где-то в поле доступа, мы могли посмотреть на него, ему в глаза, то кто этот человек, вообще теперь непонятно. По юридическому адресу они больше не находятся, ни одни, ни вторые. О чем тоже как бы вопрос большой, потому что мы собираемся сейчас написать на самом деле в налоговую инспекцию на предмет того, чтобы все-таки они привели в соответствие свой адрес, который у них в ЕГРЮ указан, с тем, который они фактически сейчас есть. Потому что куда нам сейчас обращаться? По сути, Q-брокер нам должен очень много денег. Куда обращаться и где их искать, вообще непонятно. А есть какие-то фигуранты, то есть вот, хотя бы вы пытались выстроить схему, кто, какие люди, с кем были связаны, чтобы хотя бы попытаться вскрыть вообще, что за этим всем реально стоит. Потому что понятно, что есть инвесткомпания, есть Q-брокер, но тут же сразу возникают вот эти венчурные компании, строительные компании, наверняка еще и... Но только не ценные бумаги нигде не возникают. Я тоже не заметила пока ни одной. Эти деньги, то есть когда нам говорилось, что мы участвуем в IPO через нашего верхнего брокера, мы в том числе своими деньгами участвуем в IPO. То есть говорилось, что они не только для клиентов участвуют, они сами. У них большой аналитический отдел, который отбирает эти бумаги IPO, потому что они тоже рискуют, они тоже своими деньгами туда заходят. Но на проверку в активах ни в одной компании этих бумаг нет. То есть компания абсолютно сейчас закрыта, и она не идет ни на какой диалог, она не объясняет, каким образом было это IPO или не было, потому что все считают, что его не было, то есть его не видно. Вот Q-брокер, конкретно которому перечисляли денежные средства под участие в IPO, и по факту в активах Q-брокера вообще нет никаких ценных бумаг. То есть у него есть там какие-то задолженности, я так понимаю, от иностранных контрагентов, я говорю, тот же Argenta, вроде бы как есть у них вот эта кипрская еще компания Constance Investment, тоже шла, то есть вот мы когда сидели, разговаривали с представителями компании в Москва-Сити, они рассказывали, что они вроде как через нее каким-то образом тоже участвовали в IPO. Ну, то есть каждый раз версия меняется. Из-за того, что версия меняется, ее очень сложно, эту мысль, так сказать, отловить и до конца проверить. Но пока что надежно не выглядит вообще та информация, что хоть даже на какую-то часть это участие в IPO было. Хочу добавить к тому, что сказала Лена по поводу непосредственно Argenta и кипрских компаний. То есть у нас многие клиенты, в принципе, готовы вкладываться ресурсно, они изучают этот вопрос всячески, в том числе добрались до мест назначения, где у нас эти компании, собственно, должны сидеть. И оказалось, что практически все это номинальные компании. То есть там просто адрес на жилом доме где-нибудь в Кипре. И так все три компании практически. То есть деньги, которые в том числе и на Argenta уходили, и в активах Q-брокера значится, это один из больших на 1,3 миллиарда рублей актив, а по факту нигде не проявляется. То есть они есть на бумаге, но что в них завернуто, в эти облигации, и вообще физическое их местоположение, хотя бы как юрлица, непонятно, потому что все это оказалось номинальным. Вот, как уже мы говорили о том, что практически все вот эти организации, да, то есть там еще компания Purity была, да? Да, был еще такой фонд Purity, и на самом деле, когда в июне месяце вот была эта встреча, и мы обсуждали, что после восстановления серверов почему-то деньги не начали приходить, они говорили о том, что эта проблема связана с тем, что кипрский брокер организовал им комплаенс из-за негативного фона вокруг их бенефициара.
И они в настоящий момент решают этот вопрос с комплайенсом. И вот как только они пройдут этот комплайенс, кипрский брокер вернет наши деньги, которые якобы там в IPO были, и все будет хорошо. На вопрос, могут ли они каким-то образом подтвердить, показать этот запрос комплайенса или еще что-то, ничего не было. Но единственное, что мне показал Орлов, это бумагу какую-то, где он писал он замазал, кому он это писал, где он показал бумагу, где Q-брокер отвечает какой-то кипрской компании о том, что вот мы вам отправили все документы 2 недели назад, от вас тихо, мы будем жаловаться в кипрский СЕК. По факту, потом уже после всего этого выяснилось, что это абсолютно их компания в том числе. И, конечно, этот комплайенс был, скорее всего, создан именно искусственно, для того, чтобы взять, может быть, тайм-аут, паузу какую-то, пока здесь вот активные действия там со стороны следственных органов какие-то идут, вот, чтобы эти деньги придержать. Но по факту мы этих денег так и не увидели. То есть спустя 3 месяца все равно по-прежнему, даже при пройденном комплайенсе, эти деньги в Россию не пришли. Вот то, что Екатерина сказала, что у нас был человек, который ездил на Кипр, он ездил по своим делам, но в том числе и не поленился и прошелся по всем компаниям, которые там фигурировали. Они между собой связаны, их можно как бы легко в интернете нагуглить. Они там в основном находятся по одному адресу, у них там общие люди есть, пересечения. Вот. И вот один из тоже из активов Q-брокера был фонд Purity, который оказалось, что еще в апреле месяце закрыт. То есть это в разговоре вот там с сотрудником, который там директор была, девушка, она сказала, что он закрыт еще в апреле месяце, при этом Q-брокер показывал это письмо Центробанку в июне. То есть в июне он ставил его в своих активах. А его уже не было? Да. А по словам вот директора бывшего этого фонда Purity, она говорит, он был закрыт в апреле месяце. Ну, то есть вот эта бумага, которая была предоставлена в Центробанк с активами, то есть даже она, то есть там опять написано, активы Q-брокера в 1,3 раза превышают размеры его обязательств оценочно. Кто оценил это? Какая квалификация у того, кто это оценивал, что это в 1,3 раза больше? Непонятно, потому что по факту прошло 3,5 месяца, из Q-брокера ни копейки не было получено. Вот как раз отвечая на ваш вопрос, когда мы сразу смогли узнать по поводу активов, там на самом деле можно разделить на несколько периодов. Учитывая, что Центробанк первоначально принял странное решение, на наш взгляд, он приостановил лишь деятельность и сказал, что он будет смотреть на эту ситуацию. Я так понимаю, стратегия вот этих всех товарищей, которые эту компанию контролировали, была на то, чтобы восстановить лицензию. И они всячески пытались сделать так, чтобы мы убедились в том, что их компания нормальная, при этом предоставляли нам некорректную информацию, ничем ее не подтверждая. Они утверждали, что да, наши акции, то есть наши деньги вложены в какие-то очень ликвидные евробумаги, которые они не покажут. Но не покажут не потому, что они что-то скрывают, а потому что на них сейчас идет очень жесткая атака рейдерская, их бизнес пытается захватить. Они понимают, что показав эти акции, могут эти акции быть арестованы по уголовному делу, которое было специально против них сфабриковано правоохранительными органами. Правоохранительные органы их арестуют, они не смогут с нами расплатиться, и в итоге все будет очень плохо. Чтобы этого не произошло, они это скрывают. И долгое время большинство пострадавших жили в этом информационном поле и даже верили им. На самом деле удалось получить бумагу касательно активов мне на встрече с генеральным директором Матюхиным Станиславом Анатольевичем. Он мне начал опять все эти истории рассказывать. Я говорю, Станислав Анатольевич, понимаете, можно неделю слушать вот эти ваши рассказы, 2 недели, но уже идет 4-я, хотелось бы что-то увидеть. Не знаю, на что он рассчитывал, видимо, рассчитывал на то, что в силу того, что я не имею финансового образования, я ничего не пойму, он дал мне вот этот список. Я сразу его сфотографировал и сразу же ужаснулся, потому что там состав, большая часть, как выяснилось, ликвидных активов, это займы именно своим организациям, то есть это деньги, которые потратили на жили-были, грубо говоря, то есть их уже нету. Это примерно 1,5 миллиарда рублей. Потом 1 миллиард, это так называемая Арджента, так называемые евробанды, было сразу понятно, что что-то не то, потому что даже когда Матюхин акцентрировал внимание на этой позиции, сказал, что вот в ближайшее время должны поступить туда первые возвраты денежных средств, мы ждем и смотрим на ситуацию. При этом у него было такое выражение лица, что я понял, что, скорее всего, уже ничего не дождемся. Да. И часть денежных средств была вложена в так называемые фонды, где даже было понятно, что то есть это объект недвижимости, который заворачивается в паевой фонд, и потом
потом продается частями через паи, что там эти активы, они переоценены. Там также был объект недвижимости, который находился на Шмидтовске, это некоторый садик. Тут же сам Матюхин признался, что они его купили за 200 миллионов рублей буквально месяцев 5 назад, а поставили на баланс за 900 миллионов рублей. То есть сразу все эти активы сошли на нет, и сразу стало очевидным, что все это время нам рассказывали сказки, что все эти деньги, по сути, просто были украдены. Прошло несколько дней буквально, когда мы там перепроверили информацию про Арджента и поняли, что действительно ситуация очень плачевная. Арджента связана непосредственно со Шпаковым, с другими сотрудниками компании, и, по сути, они продали еврооблигации, которые сами создали, и с помощью этого канала просто вывели деньги, наши деньги фактически. То есть стало абсолютно очевидным примерно в июле, что мы попали в очень нехорошую ситуацию. То есть получается, что вы из инвестиционной компании, деньги переходили к брокеру, брокер инвестировал как бы в долг своим же компаниям. Инвестировал куда угодно, но только не в IPO. Да. Под что брал? В недвижимость. Пользуясь тем, что контроль Центробанка терялся, они просто выводили его в разные места. И деньги терялись. Вот и все. К сожалению, это так. Алена, вы говорили, что финсоветники, с которыми вы работали, и вот в принципе не только вы, многие потерпевшие, они вообще были не сотрудниками компании в итоге, и значит без соответствующих аттестатов. Да, абсолютно верно. То есть, это были продажники. Это были продажники, которые попадали в эту компанию, они проходили обучение о том, как всем рассказывать о светлом будущем, которое можно достигнуть при помощи их продуктов. Вот. И, соответственно, представлялись они все как финансовые советники компании QBF. Естественно, клиенты на тот момент не вникали QBF, какой там инвестиционная компания, или это Q-брокер, или это управление активами, или это головная. То есть, QBF и QBF – это вообще в целом для нас была одна большая компания QBF, в которой, да, было несколько юрлиц, но они же нигде не скрывали, что все эти юрлицы между собой полностью аффилированы. То есть, как была выстроена структура? Была верхняя материнская компания, АО «Финансовая группа QBF». У нее было 3 дочери. Первая – это управление активами QBF, вторая – это инвестиционная компания QBF. У первой была лицензия на управление, центробанковская. У инвестиционной компании было 4 лицензии, депозитарная, какая там еще? В общем, много было у них лицензий. И третья компания Q-брокер. То есть владение было сплошное, оно было открыто, и его было очень хорошо видно. Все с лицензиями? Кроме Q-брокера. Да. Кроме вот этого маленького темного кармашка, через который в итоге получается, что все и утекало. И по сути, конечно, если бы не было вот этих белых фирм управления активами, инвестиционная компания, которые лицензированы, которые могут проводить активную рекламу, которые могут участвовать во всех инвестиционных там форумах, которые могут получать рейтинги эксперт-РА, которые являются членами ноуфора и так далее и тому подобное. То есть это вот, в целом, как бы, если смотреть, эта компания входила в топ-15 эксперт-РА. То есть, как бы, красиво. И вот если бы не было этой белой ширмы, конечно, клиенты никогда бы не доверили деньги непонятному Q-брокеру, у которого не было лицензии, и который, по сути, в итоге не участвовал в IPO, хотя, я говорю, людей обманывали тем, что на их деньги покупаются бумаги IPO. Когда мы узнали о том, что вот эти вот активы все непонятно как бы из чего состоят, естественно, первый вопрос был, а из чего вы собирались платить доходность людям по бумагам IPO? И вот здесь вот Кирилл правильно сказал, что стало все ясно. Стало ясно, почему на отрицательных IPO была такая огромная аллокация. Для того, чтобы загонять портфели клиентов в минуса, и чтобы люди сидели и ждали, пока отрастут эти бумаги, потому что, естественно, это желание любого человека не фиксировать убыток, подождать, может быть, там, лучшего времени для того, чтобы выйти из этой бумаги. Вот. То есть это настолько стало все искусственно, видно, как это создавалось, что вот просто. И вот люди, получается, вот эти финансовые советники, которые были, там же как было устроено? Когда ты приходишь, то есть за тобой автоматически закрепляется финансовый советник. И так и представлялся он, финансовый советник QBF. У них были почтовые адреса QBF Vault.
Значит, когда вот я у Матюхина спрашивала, почему тогда, если эти люди являлись для вас совершенно там посторонними людьми, как вы сейчас говорите, почему у них были адреса почтовые на вашем сервере, ваши номера телефонов, то есть и так далее и тому подобное, то есть это же их были номера телефонов, почему они имели доступ к финансовой информации клиентов и так далее. Он сказал, они перестарались. Они перестарались. Я говорю, что у вас было по договору как бы с этими компаниями, с агентскими, что они вам, какую услугу они вам должны были оказывать? Поиск и привлечение клиентов. Я говорю, а сопровождение? Нет. Я говорю, а у вас в компании есть люди, которые должны были оказывать это сопровождение, но вы же как бы большая инвестиционная компания, не в таком размере, не в таком объеме. И то есть получилось, что они не могли найти такое количество именно аттестованных финансовых советников, которое требовалось для их размаха. Класс. То есть, если, например, мы говорим про хронологию, я могу сказать вот про свой личный опыт. Я уже говорил, что я не клиент QBF, но у меня был случай обращения нескольких людей в 2000, если не ошибаюсь, в 2018 году или 2017, вот какой-то из этих, по поводу проблем с возвратом денежных средств из-под доверительного управления QBF, но не в России. И тогда, когда я в одном из вебинаров об этом обмолвилась, мне из QBF позвонили с предложением как бы эту запись убрать. И с тех пор, когда я с этим столкнулась, когда мне в Инстаграм и прочее писали из QBF, давайте вы сделайте ролик про нас и так далее, я мило, мягко говорила, наверное, нет. Спасибо, но нет. Не хочу, как говорил профессор Преображенский. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую, но не хочу. И в этом смысле у меня также есть один хороший знакомый, который работал в организации, которая была раньше брокером, через которого работал QBF. И он мне тоже сообщил, что был запрос от правоохранительных органов то ли в конце 2019 года, то ли в начале 2020, прямо вот до пандемии, по поводу документации взаимоотношений этой компании, абсолютно нормальной, легальной, лицензированной, с QBF. И это тоже для меня было таким звоночком, но это еще было до всех разбирательств и до всего. А вот сейчас хотелось бы понять со стороны инвесторов. Вот получается, что в мае, да, была такая отправная точка. В конце мая, да. А дальше вот как все продвигалось? Вот в мае, значит, у нас история с публикациями. Дальше вот прям детально. Дальше просто полный провал, как информационный, так и вообще какой-то другой со стороны QBF. То есть они сделали одну вещь. Они сказали, что сначала начали врать, они сказали, что у нас то сервера просто грохнули, то еще что-то у нас грохнуло, то мы грохнулись. Кому-то говорили про пожар. Да, разные сведения. Кто-то говорит, что они там сейчас полыхают все в Москва-Сити. То есть пошла какая-то ерунда. А то, что у них было УВД, то, что вообще у них арестовали сервера и вообще к ним предъявлено по уголовному делу уже много претензий, мы узнали позже. Наверное, в течение 2 недель нам заговаривали зубы. К нам выходил на связь Федоров Максим. Он очень так героически в Телеграм отбивал все наши вопросы. Говорил, ребята, вы просто паникеры, вы не инвесторы, а паникеры. Настоящий инвестор должен ждать и верить. Ждите и верьте, и ваши деньги вернутся. Потом ему это надоело, он куда-то уехал, наверное, далеко уже отсюда. Но в тот момент у них все силы были брошены на то, чтобы нас просто улюлюкать, уболтать, отвлечь от ситуации. Как мы для себя уже поняли, выяснили, за это время мы очень хорошо разобрались в ситуации, изначально вся эта компания была заточена только под одно – выводить деньги. И даже когда это было еще офшорный бизнес у них, и вот эти первые звоночки, они появлялись и в 2019 году, и, оказывается, в 2017 году, как мы потом нашли людей, они были всегда просто, они были тихие, и как-то там отголосками, и людей, наверное, как-то с какими-то там вопросами решались как-то с ними вопросы, кто был более-менее настойчив. Что касается нас, мы не являемся олигархами, мы не являемся депутатами, все деньги у нас честные, и нас много. Поэтому вот эта ситуация сейчас взорвалась. Я не знаю, на что рассчитывал QBF, когда все вот это замучивало с обычными работягами, назовем просто инвесторами средней руки. Для меня это загадка, потому что это просто открытый криминал. Это обычная просто финансовая группировка,
Вот. И как они из этого всего выйдут, тоже очень интересно. Но вот на текущий момент нас поражает то, что они сидят до сих пор на своих местах. Тот же Матюхин, 3 месяца уже прошло, он до сих пор не в милиции, не в полиции, и совершенно спокойно отвечает, что я тут ни при чем. Моя хата с краю, у меня вот ИК, а все остальное я не знаю, кто это. Можно я перебью? Как генеральный директор инвестиционной компании, зная, что у него рядом сидит генеральный директор Q-брокера Орлов, который айтишник, может продавать продукты этого Q-брокера и потом говорить, что у него все хорошо? Он-то ни при чем. Ну как ты продавал продукт этой компании, у которой непонятный директор? Это вот, непонятный директор. Ну, это игра. Это игра, да. Я говорю, то есть, когда они принимали деньги, они были одним большим единым целым, а когда отдавать деньги, они стали каждый сам за себя. Все финансовые советники, оказываются, чужие люди. Q-брокер, оказывается, чужая организация, сторонний контрагент. И только белая инвестиционная компания отвечает за себя и, как сказать, героически рассчитывается с клиентами. По факту расчета нет. Да. И самое интересное, что, как мы понимаем, был костяк, то есть структура компании, она примерно была постоянная. Там Спинка Руслан, Корж, Федоров Максим, Матюхин, вновь пришедший после 7 лет работы в ЦБ, к ним на их сторону. Шпаков как бенефициар, возможно, еще другие люди. Мунаев, Россиева, но они уже сидят именно по офшорному делу. Мама Шпакова, опять-таки, участник бизнеса. Папа Шпакова. Надо отметить то, что вот эти девелоперские проекты, вот эти стройки там и так далее, в большинстве юридических лиц, которые занимаются этими стройками, там был учредитель, генеральный директор, мама Романа, Шпакова Ирина Николаевна, по-моему, она, может быть. Да, по-моему, Николаевна. Получается, вот из того, как вот сейчас это выглядит, что, получается, нашими деньгами финансировались проекты семьи в Северодвинске, Подмосковье, еще где-то. А мы должны были, я так понимаю, что не то, что вот доходность уже какую-то получить, мы даже свой депозит не можем обратно забрать. То есть они где-то зарабатывают этими деньгами, а мы ничего в ответ не можем получить даже. Причем самое, что нас больше всего расстраивает, то есть в процессе, когда мы начали выяснять всю эту информацию, мы выяснили, что, оказывается, действительно претензии правоохранителей к их деятельности начались примерно с 2019 года. И все это время они за ними наблюдали. Они видели, что они совершают преступления, видели, что они фактически воруют чужие деньги, но не приостанавливали всю эту деятельность. Фактически большая часть денег у простых физических лиц была украдена в конце 2020-го, начале 2021 года. То есть фактически, если бы правоохранительные органы пресекли бы эту деятельность, никто бы из нас не пострадал. И фактически у них были все основания ее пресечь, потому что уже были эпизоды, доказаны их преступной деятельностью. Вот этот момент нас, конечно, очень сильно смутил и выбил из колеи, скажу честно. Мы понимаем, конечно, что цель правоохранителей другая, возможно, выявить всех участников преступной схемы, всех вывести на чистую воду и пресечь эту деятельность полностью, но надо понимать и нас. Фактически, вот, в связи с тем, что не была пресечена эта преступная деятельность сразу, мы стали пострадавшими. Но вы полагаете, что QBF изначально строился под это? Или он таким стал в последние годы жизни своей? Мы уже понимаем, общаясь со многими другими пострадавшими, он в принципе всегда работал таким способом. Деньги кому-то возвращались, но они возвращались не всем. Долгое время шла работа убедить, чтобы эти деньги не выводились разными способами, начиная с того, что обещали какие-то сверхприбыли в дальнейшем получить, и кончая тем, что в итоге люди, которые не соглашались, их начинали угрожать. И только пройдя уже все эти тернии ада, людям отдавали денежные средства обратно. То есть, но это, к сожалению, скрылось уже сейчас, и мы это понимаем, но сделать уже ничего не можем. Что касается, вот опять же, как развивались события, первоначально, как я уже говорил, они пытались, я так понимаю, сохранить оболочку. Почему? Потому что, я так понимаю, учитывая, что 2021 год предполагался, что там будет очень много выгодных IPO, к ним шел огромный вал людей, и сами менеджеры даже признавались, когда мы с ними общались, что даже после приостановки лицензии к ним был огромный шквал звонков тех людей, которые хотели дальше им приносить эти деньги. И, я так понимаю, у них была первоначальная мысль
нас убедить в том, что наши долги реструктуризировать еще на год, на два, ну, то есть не целью отдать, а просто чтобы показать Центральному банку, что вот мы работаем, вот мы решаем проблему, поэтому разрешите нам дальше принимать денежные средства. И еще хотели попринимать эти денежные средства других лиц. Как только Центробанк 8 июля лицензию отозвал окончательно, тут начало открываться все глаза, то есть начала раскрываться информация вся. Эти лица начали, которые нас перед этим убеждали, что они с нами рассчитаются, разбегаться в разные места и оказываются в других подобных сомнительных организациях. Сейчас мы внимательно следим за их жизнью и смотрим, что они оказались в подобных финансовых организациях, которые предлагают подобные сомнительные продукты. Также навязывают участие в IPO и, что еще самое интересное, в так называемом pre-IPO, то есть еще более долгом продукте, где инвестор инвестировал и потом еще дольше должен ждать, когда же наконец-то какая-то прибыль будет получена. То есть оптимальный инструмент для мошенников — еще раз получить деньги и потом как можно дольше говорить людям и вешать им вторая волна. Да, истории рассказывать по поводу того, что вы подождите и деньги обязательно заработаете. Но сейчас не дергайтесь, не уводите, все у вас будет хорошо. Ну, вот я добавлю, потому что сказал Кирилл, что вот эти вот компании, которые вот сейчас подобрали или, может быть, были параллельно с ними, вот туда разбежались основные, скажем так, костяк менеджеров ФСов, это Фантвель и Мерес. Я могу сказать, что компании, может быть, и изначально придумывались как нормальные, хотя у меня есть сомнения. Почему? Потому что их предложения мне не кажутся адекватными, учитывая, что я знаю, какие предложения должны быть, так как не первый год я финансирую, да, и те же предложения при IPO у них могут быть, например, очень странно. Например, если цена в Америке на определенную компанию на бумагу одна, то у этих в 2-3 раза дешевле. То есть дисконт выходит на pre-IPO с дисконтом. Очень интересная система распродажи. То есть у нас явное понимание, и что эти компании, они тоже, в общем-то, заточены на то, чтобы просто изъять деньги, то есть привлечь, взять, но о том, чтобы отдавать, речи не шло никогда. И у QBF, и, возможно, у этих двух компаний. Что же касается вот непосредственно IPO, у них был хороший очень такой мальчик Джавид Исаев, который до этого работал в Телетрейде. Телетрейд был закрыт, как мы все знаем, по уголовному делу. Да. Они с удовольствием взяли этого мальчика, и тут именно у них был руководитель поделился IPO. Передовым опытом, так сказать. Да, и он у них продвинул IPO, то есть углубил и расширил бизнес Шпакова. И так хорошо, что привлек действительно большие средства некрупных инвесторов. Кать, можно перебью сейчас? Да, когда вот как раз с Джавидом у меня была встреча в конце июня, он рассказывал о том, что за период с 1 января 2021 года и вот до мая, когда это все началось, поток денежных средств клиентов был равен тому, сколько они получили за весь 2020 год, смогли привлечь. То есть за 5 месяцев, как за весь 2020 год. То есть это надо представить, какой поток шел клиентов под это IPO. Ну вот да, не получается. То есть мы так понимаем сейчас, что почему так было тихо до того, то есть совсем тихо, потому что это были большие деньги. Люди приходили в офшоры, и когда не было IPO и были только иностранные аффилированные компании, истории могли как-то вот действительно заканчиваться по-разному. Чаще всего они заканчивались из того, что мы знаем. И если это был хороший конец, то забирали максимум 60% от своих денег, то есть от депозита. А об остальных историях мы знаем, что, возможно, вообще ничего не забирали, потому что проще было людям заработать новые деньги, чем лезть опять, спорить, нанимать бандитов, грубо говоря, потому что с этими людьми, я так понимаю, по-хорошему договориться не смог никто, ни один человек. То есть со своей стороны QBF отвечал на это следующее: это они плохие, это все вот мошенники, а мы их деньги, это Робин Гуды такие, мы их деньги берем, ну, правда, не раздаем бедным, а мы забираем их себе, но это же тоже как Робин Гуд, а по сути это просто воровство. И на самом деле то, что сейчас вот уголовное дело с Екатеринбурга стартануло, оно пока одно, но мы очень хотим, чтобы нас присоединили, вот, это лишь говорит о том, что просто долго они, многие года умудрялись хорошо жить, хорошо вот именно обманывать инвесторов, придумывали каждый раз новые фирмы, новые идеи, новые финансовые продукты. То есть вот сейчас у них все время, то есть они пытались быть в струе, так
скажем, чтобы привлечь как можно больше новых инвестиций, но по факту про выводы денег мы знаем единицы, дай бог 10% клиентов за весь этот период, за всю работу, деньги свои реально выводили. Вот. Но если только, может быть, только та часть белой компании, которая работала с ИИСом и НРД, у них более-менее, скажем так, понятно. Но только потому, что деньги их не получала QBF. Физически нельзя было никуда вывести, они на сегрегированных счетах, и, соответственно, они там никуда не денутся. И то даже сейчас люди, которые пытаются свои ИИСы перевести к другим брокерам, как это предусмотрено законодательством, они сталкиваются с тем, что они не знают, куда им обращаться. Они не понимают, какие документы им нужно заполнять. И даже при условии, что они все полностью заполняют, проходит месяц-полтора до момента, когда они получают эти бумаги или остатки денег с ИИСов на свой новый брокерский счет. То есть работа не организована абсолютно. То есть ладно, мы, которые с IPO, с деньгами, понятно, но даже те деньги и те бумаги, которые в самой инвестиционной компании, люди не могут вывести, у них очень большая проблема. Потому что нет ни одного офиса, куда может прийти человек, где ему покажут, расскажут. Мы столкнулись с тем, что, оказывается, у QBF был большой агентский договор с Банком Восточный. Банк Восточный активно продавал продукты QBF-овские бабушкам в том числе, дедушкам в том числе. То есть к нам в чат сейчас пишут люди, которые рассказывают о том, что помогите, пожалуйста, моей бабушке. Вот она пошла забирать вклад, ей Банк Восточный предложил вот этот продукт, она в этом ничего не понимает, сказали, все будет классно, будет 14% годовых. Она все подписала, теперь она не знает, что делать. Мы спрашиваем, вам приходили какие-то отчеты? Они говорят, там даже почта, у нее нет ни почты, ничего, там какая-то указана. В общем, ничего, нет никакого доступа, куда бежать не знаем. Никаким образом не организована работа ни со стороны QBF, даже по этим людям, которые через Банк Восточный заходили, ни со стороны Восточного, потому что Восточный там Совкомбанк перекупил, в общем, говорят, это не наше все и так далее. И люди просто, они все в растерянности, потому что никто не знает, что делать и куда стучаться. Ну, как я понимаю, сейчас, ввиду того, что ЦБ отозвал лицензию, он дал определенное количество времени на то, чтобы вернуть деньги. Здесь какая-то подвижка какая-то вообще есть? Он дал время, чтобы вернули деньги тем людям, у кого они остались свободны в НРД, почему это в ИИСах. Потому что первоначально была просто информация вернуть людям деньги до 19.01. После того, как мы начали писать в ЦБ, задавать дополнительные вопросы, выяснилось, оказывается, что речь идет не про всех людей. То есть не про всех клиентов, а только про тех клиентов. Этих клиентов мы видим, а этих не видим. Да. И получается, что люди, которые навязали статус квалифицированного инвестора и завлекли большие суммы денег в так называемые производные финансовые продукты, они почему-то Центробанком не защищаются. Потому что якобы раз мы получили статус этого квалифицированного инвестора, неважно как, пройдя обучение какое-то очень сложное или просто зачислив 6 миллионов рублей на счет, мы все такие грамотные, что можем себя защитить от мошенников и бандитов самостоятельно. То есть здесь явно ситуация, когда речь не идет про финансовые риски. Да, мы были к ним готовы и в принципе понимали, что мы должны их нести сами, так как принимаем решения. Здесь речь идет про то, что явно мошенничество. И нам, когда мы пишем в Центробанк, говорят, вот есть простые клиенты, которые там через биржу покупали обычные акции, вот все, им срок для возврата установлен 19-го, а вы сами понимали, куда ушли, сами понимали последствия этого, и, следовательно, сами разбирайтесь, но в гражданско-правовом характере, что особенно нравится. Почему не в уголовном? Почему в гражданско-правовом? Всем нам рекомендуют идти в суд, подавать иски, и мы прекрасно понимаем, что мы, если так сделаем, мы ничего на конце не получим, кроме как решения, по которому нам будут должны деньги. Но деньги мы не получим никогда. Потому что счета пустые, денег-то нет. Кэша не было сразу. То есть мы вот смотрели, выяснили информацию, у нас не было кэша. Никогда там больше пару миллионов на счетах не держали, они всегда все работали. Деньги должны работать. У них так точно они работали. У нас, видимо, нет, а у них они работали, да. И получается, что сейчас, когда им задаешь вопрос, почему QBroker не возвращает деньги, они говорят, ничего не можем. У QBroker следствие арестовало активы. Мы говорим, ну а как же так? Вы же нам всегда говорили, что офшорное дело – это отдельно, но никаким образом не имеет отношения к российским компаниям. По сути, в QBroker наши деньги.
деньги российских клиентов. Я очень сильно сомневаюсь, что они каким-то образом с офшоров притекали в Россию. У нас как бы так не бывает. Обратно обычно ничего не приходит, все только в одну сторону работает. И, соответственно, сейчас, получается, есть возбуждено уголовное дело. С их слов какие-то арестованные активы. Но вот нас пока что к этим активам никто не присоединил. Я лично, например, написала заявление в МВД 15 июля. Сейчас у нас прошло 2 месяца. У меня до сих пор нет никакого движения по моему заявлению. То есть мы всячески пытаемся сейчас вот этими всеми коллективными обращениями и так далее добиться того, чтобы все-таки было возбуждено уголовное дело и присоединено туда, куда арестованы денежные средства, по сути, наши. Потому что если получится такая ситуация, что то дело будет завершено, доведено до логического конца, и там потерпевшие по тому делу получат наши деньги, как бы, нам совсем так не нравится. Ну, верю, да, это благотворительность немножечко навязанная. Почему-то, нет, за счет других клиентов, получается, получат деньги те, кто там в офшорах как бы инвестировали. Ну, как бы это тоже какая-то ситуация такая непонятная вообще. Поэтому мы, конечно, хотим, чтобы было 2 варианта. Первый вариант – это если следствие арестовало эти активы, то в таком случае оно должно нас туда присоединить, тоже как потерпевшие. Мы точно такие же потерпевшие от этой группы компаний. Вот. Если нет, то тогда, значит, снимайте с активов Q-брокера аресты, и чтобы мы могли с Q-брокера забрать свои деньги обратно. Но, естественно, это должно быть как-то подконтрольно. Мы в Центробанк обращались в том числе на предмет того, чтобы была введена временная администрация в инвестиционную компанию. Сейчас это выглядит так, что я, например, спрашивала конкретно у Станислава Анатольевича Матюхина, почему до сих пор инвестиционная компания не подала в суд на своего стороннего контрагента Q-брокера за неисполнение обязательств. Ну, вы знаете, тут такая тонкая история. Нельзя передавить, чтобы вот в банкротство они не ушли. Я говорю, а меня бы устроило. Ну, как бы, если мы видим, что там у нее активов, пускай бумажных на 1,3, в 1,3 раза больше, чем это, ну, пусть придет туда, значит, конкурсный управляющий, пусть начинает реализацию активов, мы будем получать свои там деньги, понятно, там в какой-то очередности и так далее. Сейчас же мы ничего вообще не получаем. То есть есть вот 2 варианта, или туда, или сюда. Нас как бы оба варианта устроят. Понятно, что уголовное дело это намного дольше и так далее. Ну, как бы, если нет другого варианта, ну, что делать? Поэтому для нас очень важно, конечно, введение внешней администрации, потому что мы все-таки рассчитываем, что те люди, которых поставит Центробанк, будут более внимательно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, будут выявлять то имущество, на которое можно обратить взыскание. И помимо всего прочего, что очень важно, и чего я так подозреваю, боится Матюхин, выявят всех контролирующих лиц, которые все это сотворили, и привлекут их к субсидиарной ответственности, что все-таки в итоге все требования дольщиков, то есть не дольщиков, а пострадавших, были так или иначе погашены. Вот я так понимаю, исходя из этого, понимая вот эти последствия, возможно, они и тормозят эти все процессы, к сожалению. И пока у них это получается, что немаловажно. Ну, получается, что пока все, кто так или иначе в этой схеме был, они не находятся в заключении, а продолжают заниматься аналогичной деятельностью. И самое смешное, и самое, наверное, что самое страшное в этой ситуации, с одной стороны смешное, с другой страшное, что многие из них продолжают обзванивать тех, кто уже раньше от их действий пострадал, и предлагать аналогичные продукции с такой формулировкой. Ну ты да, пострадал, но это была другая ситуация, а вот сейчас ты к нам придешь и точно заработаешь. И все отобьешь. И они снова на тебе заработают. И потом ты смотришь фильм Бойерна, американский, про таких же товарищей, как они, и понимаешь, что методы они используют прямо оттуда, вот как классические все. Они списали оттуда полностью. Да, но тут, кстати, вот тоже немаловажно упомянуть тот факт, что, по сути, вот у нас есть на территории России закон о персональных данных, и мы, естественно, как клиенты давали инвестиционной компании право обрабатывать персональные данные, но в том числе инвестиционная компания обязана обеспечить их надлежащее хранение. Сейчас, по факту, мы столкнулись с тем, что большому числу клиентов звонят, первое, бывшие финансовые советники, получается, которые ушли из этой компании вместе с базой данных клиентов. Куда-то в другие финорганизации. Куда-то. Дальше звонят вообще другие брокеры. Допустим, вот мне лично звонил БКС. Ну вот по информации, которую я там из нашего чата брала по клиентам, я так поняла, что очень многие финансовые советники перешли в БКС, в связи с чем к БКСу большой вопрос.
и предлагают сотрудничество. Причем на вопрос, откуда у вас мой номер телефона, девушка, вообще не смущаясь, сказала: я знаю, что вы бывший клиент QBF, и я бы хотела вам предложить сотрудничество. Я говорю: спасибо, я больше с российскими брокерами не работаю. То есть у меня больше доверия, вот как у инвестора, нет никакого, потому что я считаю, что 4 лицензии, они должны были меня защитить. И Центробанк должен был рассматривать эту группу не только как инвестиционная компания, я ее вижу, управляющую компанию вижу, Q-брокер не вижу. То есть это все равно, это была большая финансовая группа, которая так себя везде рекламировала, она себя именно так везде позиционировала. И, естественно, контроль должен был быть за всей финансовой группой, не только за теми компаниями, у которых есть лицензии. То есть там, уж не знаю, гласные, негласные, но я не верю в то, что этого было вот прям не видно. То есть мы, там прошло 3 месяца, мы уже все видим. А они, там сколько, 11 лет, получается, как бы работали, с лицензиями были и так далее. Но я не верю, что за все 11 лет никаких маячков не было. Всегда какие-то должны были быть. Ну как так мы уже, не знаю, сложно понять. Ну я так понимаю, что у вас же есть чат, это Telegram, это WhatsApp. Telegram, да. У нас есть чат потерпевших, так называется, как потерпевшие QBF чат, да? Да. По-моему, так. Ну, я ссылочку в описании, естественно, оставлю. Да, мы в этом чате постоянно вывешиваем информацию, которую делимся между клиентами. Там у кого-то какие-то новости приходят, и, соответственно, там всем делимся. Плюс в этом чате мы публикуем коллективные обращения, которые мы готовим по разным инстанциям. В настоящий момент мы уже обращались очень много куда. И к депутатам обращались, и в администрацию президента обращались, и в МВД, и в прокуратуру, и в ФСБ, и в Центробанк. В общем, если всех перечислять, то это очень много будет, но мы постоянно этим занимаемся, потому что понимаем, что если не мы, то никто нам наши деньги добровольно не вернет. То есть мы продолжаем свой нелегкий путь, на который мы ступили. Ну, я со своей стороны могу только пожелать удачи, потому что все, что я смогла со своей стороны, поскольку я все-таки не юрист, и юридически я не могу здесь как-то что-то прокомментировать, но, по крайней мере, с точки зрения освещения ситуации, чем смогла, я помогла, и очень надеюсь, что все хоть как-то разрулится в вашу пользу. Может быть, скорее всего, будем честны, не все деньги вернутся, но что какая-то часть все-таки возвращена быть должна. Я, по крайней мере, надеюсь. Вопрос в сроках и вопрос вот во всем этом, как это и что это. Ну, и я надеюсь, что в плане надзорной практики все-таки будут сделаны правильные выводы для того, чтобы подобных ситуаций на российском рынке больше не допускать. Но это уже вопрос не к вам, это вопрос уже скорее к регулятору. Да, но мы еще надеемся, что с нашим вопросом регуляторы как-то правильно наконец-то решат, как действовать, потому что действительно очевидно, что схема мошенническая, уголовные дела заведены, но только 2 сейчас под следствием, когда сажать нужно всех на самом деле. И, в общем-то, доказательств действительно море. С точки зрения аффилированности компании, это действительно классическая ситуация. И ЦБР, наверное, прекрасно понимает, когда они нам отвечают, что это отдельно, а это отдельно, и КQBF отдельно, а Q-брокер отдельно, мы отвечаем, что мы пришли в КQBF. Привлекал-то нас именно ИК QBF. Да, то есть мы шли клиенты именно ИК QBF. Мы не шли как клиенты Q-брокера. Никак нас нельзя отделять. Это невозможно и неправильная ситуация. То есть не важно, что лицензия только у этой, у белой ширмы, а у остальных 10 ее не было. Это не важно. Все потоки, они видны. Денежные потоки перекладывались мгновенно. Все это понятно. То есть нам нужно сейчас просто поддержка ЦБ, и УВД. Я думаю, прокуратура не помешает. То есть всех. И как можно быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Потому что мы понимаем, что они, может быть, и с криптой связаны, еще с чем-то. То есть много слухов разных, куда они выводили деньги. Но нам понятно только как потерпевшим одно, что они выводили их в свои карманы. Это не было честным никаким бизнесом. Не по отношению к нам, не по отношению даже к и IPO-шникам, и тем более офшорщикам, и даже не по отношению к тем же восточным клиентам банка Восточным, потому что бабушки и дедушки свои ИИСы не могут перевести на протяжении 2-3 месяцев. Это тоже непорядок. То есть вся ситуация неправильная от начала до конца. И самое неправильное в этом, наверное, на мой взгляд, еще то, что люди, которые на виду
Они продолжают функционировать, работать, жить своей нормальной жизнью, в то время как мы, в общем-то, задействованы, в общем-то, в процессе выемки своих же денег, они совершенно спокойно существуют. У них отдых, они отдыхают на югах, за границей, здесь, везде, покупают недвижимость, новые машины, и у них все хорошо. То есть у них в жизни никакого переломного периода не произошло. Вот хотелось бы, чтобы он произошел, переломный период, и не в лучшую сторону для них, чтобы они на всю жизнь поимели такой опыт и поняли, что нельзя так вот обращаться с людьми, и, в общем-то, бизнес так строить нельзя. Нигде и никогда. То есть жизнь должна их научить все-таки. Мы так очень на это рассчитываем. При этом хотелось бы акцентировать внимание, что если хотим победить это зло и искоренить эти пирамиды, должны нести ответственность не только вышестоящий персонал, а также те ФСы, которые нас зазывали, потому что они свободно потом переходят в другие аналогичные организации, продолжают свою преступную деятельность, при этом заранее зная, что это преступная деятельность, но понимая, что их никто не схватит и за это не накажет. Если их не хотят законодатели привлекать к уголовной ответственности, но хотя бы исключите возможность их дальнейшей работы в финансовом секторе. Такие люди не должны там работать. Если человек заранее ведет своего клиента, но в такую ситуацию уводит, он не должен там присутствовать. Это надо исключать, так же, как в США. То есть он должен быть дисквалифицирован на всю жизнь. И неважно, в какой организации находится, он вообще не имеет права какие-либо услуги оказывать именно в финансовом секторе. Ну, принципиальную позицию только Тинькофф выразил. То есть они не брали, не знаю, как сейчас. Ну и Фридом вроде бы. Ну, там, может быть, кто-то попадал, но у них принципиальная была позиция, что они не хотят вот брать от СКБФ менеджеров. Все остальные не брезгуют. Но мы готовы черный список предоставить. В общем, у нас с этим нет проблем никаких. Я вот со своей стороны тоже хотела обратить внимание, что в условиях текущей вот ситуации обнажился тот факт, что еще там в 2016 году замглавы Центробанка Швецов рассказывал, что уже создана дорожная карта на предмет того, чтобы сделать страховку для брокеров, у которых отозвали лицензию, такую же, как по аналогии с банковскими вкладами в 1,4 миллиона рублей. Да, и по сути получается, что прошло 5 лет. И до сих пор этой страховки не существует. Я уверена, что многим людям, клиентам QBF, которые вот сейчас оказались в этой сложившейся ситуации, эта страховка бы помогла. Как бы хотелось бы все-таки заострить внимание на том, что у брокеров точно такие же лицензии Центробанка, как у банков. И, по сути, было бы хорошо, если бы был тоже какое-то или агентство по страхованию вкладов их под себя взяло бы, или еще кто-то, они бы платили какие-то взносы там, и так далее. Но это была бы некая гарантия, в том числе там, от лица государства, потому что у нас сейчас в России всячески пиарят инвестиции и говорят о том, что мы сами должны копить себе на пенсии через инвестирование и так далее и тому подобное. Но получается, что из-за того, что нет вот этой гарантии, и плюс еще мы понимаем теперь, что даже лицензии Центробанка – это тоже не гарантия вообще. Соответственно, стимул открывать все это как бы теряется. Хотелось бы все-таки, чтобы это было хотя бы застраховано, хотя бы пусть в этой сумме. Я знаю, что хотели вводить страхование для ИИСов, но пока вот это все обсуждается и так далее, и так далее. Да, но если вот в 2016 году об этом речь шла, а сегодня у нас 21 заканчивается, ну как бы пора уже. Уже 5 лет прошло, пора. И при этом активно государство призывает вкладывать деньги самостоятельно, а не ложить их на счета в банках. Хотелось бы, чтобы эта мера была принята. И в отечественные компании призывают. Мы вот вложили в отечественную компанию, да? Ну, мы сделали все, как еще в июне месяце нам Центробанк рассказывал, что из-за того, что он внес в черный список Interactive Brokers, это было связано это было связано с тем, что они не имеют российской лицензии, и только вот в России мы находимся под защитой государства, а там все очень плохо и опасно. Ну вот конкретно мы вложили в Россию, мы последовали, так сказать, напутствию от нашего Центробанка. И в итоге мы ничего не имеем, никакой защиты. Да, выбор был обдуманный, как мы уже обсуждали здесь с самого начала. Наш выбор был обдуманный. То есть мы не шли просто так, это не финика, не прочие помойки, это не какая-то вот шарашкина контора, это было лицо компании Матюхин, который 7 лет проработал в ЦБР, это была белая пушистая QBF. С лицензиями, все как положено. Да. Мы вообще считаем, что это большой прецедент для нашего российского рынка, чтобы такая компания, которая там просуществовала 11 лет, на проверку, на глубокое изучение оказалась вот не совсем честной. И причем с самого начала. Да. Что самое страшное.
Уважаемые инвесторы, хотелось бы еще обратить внимание на одном очень важном акценте. Когда мы уже столкнулись с нашей проблемой, начали внимательно изучать ситуацию, выяснилась следующая картина, что на самом деле персонал этого компании Кубев делился на две категории граждан. Это те, кто уже имел криминальный опыт, в основном они стояли на руководящих должностях, то есть те, которые участвовали в других финансовых пирамидах или привлекался, как мы потом уже узнали по статье 159.4, это мошенничество в особо крупном размере, и те лица, которые имели возможность привести в эту компанию очень богатых клиентов. Все они работали, скажем так, работа компании строилась на стыке двух этих людей. Одни передавали криминальный опыт, другие приводили клиентов, которые становились потом жертвами. Вот в частности, из тех клиентов, которые имели криминальный опыт, по нашим данным, которые мы выяснили из, уже, так скажем так, из доступных источников информации, это был Руслан Спинка. Он привлекался, да, сотрудник, он привлекался по статье 159.4, как уже ранее говорилось, Джавид Исаев, который работал в телетрейде и также имел опыт работы в криминальной структуре, которая впоследствии была признана пирамидой, Корж Андрей. Все эти лица находились на руководящих должностях, они фактически обучали новых сотрудников, а новыми сотрудниками были те лица, которые могли привести богатых клиентов. Поэтому, наверное, когда вы сталкиваетесь с какой-то новой финансовой структурой, обращайте внимание, кто работает в ней, особенно на тех лиц, которые имеют криминальное прошлое. Слава богу, сейчас позволяют источники информации получать в том числе и такую информацию. На это надо обращать внимание. Да, присоединяемся. Это важно, как оказалось. Ну, в любом случае, тут сложно даже сказать, какое дать напутствие тем, кто собирается инвестировать, потому что, ну, там условно... Это просто как факт, да. Стопроцентной защиты и гарантии, конечно, нет. Но, да, действительно, и здесь вопрос скорее именно к развитию регулирования нашего рынка, чтобы даже если, ну, вот, компания имеет лицензию и продает те или иные продукты, пускай не только свои, но и какие-то там иных сторонних компаний, пускай даже аффилированных, чтобы контролировать и продажу этих продуктов, тем более если они активно пиарятся в российской юрисдикции, то можно приравнять это к, ну, активной работе и, соответственно, к защите прав инвесторов в нашей стране. Поэтому, конечно, ну, надо было это все проверять, что это реально, а не Филькина грамота, как это на самом деле получилось. Это печальный опыт, но я надеюсь, что подписчики из этого что-то вынесут позитивно для себя, ну или негативно. А если вы пострадали, то я напомню, что ссылочка на телеграм-канал пострадавших от QBF находится в комментариях к этому ролику. Вы можете войти в этот канал, и там есть вся информация, которая вам будет необходима по поводу, что сейчас происходит, документы, все, что было выявлено в ходе всего этого мероприятия, анализа, проверок и так далее. И, ну, я думаю, что вместе будет гораздо легче, чем в одиночку. И я надеюсь, что это последний прецедент на нашем российском рынке. Дорогие друзья, берегите ваши деньги, ну и будьте в курсе, подписывайтесь на мой канал, там еще будет много всего интересного.